Ку-ку. Проснулась этим утром и из вчерашних заметок записала для тебя подкаст. Прекрасного дня. Послушаешь? Я хотела бы подвести итог сразу же. Прям сначала я еще не успела сказать ни одного слова, но уже хочу подвести итоги. Видите, как бывает? Значит, у меня есть 3 кушетки, которые я использую каждодневно. Ну, практически. Какую-то больше, какую-то меньше. Вот их 3 вида. И я хотела бы сразу подытожить. У меня есть видео на YouTube и так далее, на всех площадках, где я их прямо демонстрирую и рассказываю. Но так как это аудиоформат, я хотела бы сразу кратко, без лишних ляляканий, вот просто сказать, что я использую и какие плюсы есть у разного рода кресел, на которых можно нарастить ресницы. Давайте так. Первый вариант – это реклайнер. Второй вариант – складная кушетка, и третий – анатомическая. Так вот, про анатомическую сразу сделаю ремарку. Есть плоские, как вы знаете, которые вообще без изгибов. На них я никогда не наращивала, поэтому и вот их в этом обзоре не будет. Я не могу о них ничего сказать, их я пропускаю. Поэтому давайте с главного, самого дорогого, самого распиаренного и начнем. Значит, у реклайнера из плюсов, конечно же, внешний вид. Он сразу привлекает к себе внимание, все клиенты сразу думают, что это просто нереальное какое-то удобство, и все хотят лежать на реклайнере. Вот. Насколько это удобно для клиента, опять же, вопрос спорный, потому как некоторым людям на нем лежать вообще невозможно. И вообще сразу сделаю одну ремарку, вторую уже получается, что на каждом из этих кресел может быть такое, что неудобно лежать. То есть не бывает идеального варианта, это 100% вы просто подбираете для себя оптимальный всегда. Ну так вот, увидев только реклайнер, как он выглядит, какой он симпатичный, какой он объемный, садишься в него, он еще такой мягкий, и сразу хочется уснуть. Но не всегда это получается, потому как все равно, несмотря на то, что реклайнер удобный и мягкий, опять же, зависит от наполнителей. Есть наполнители, которые дубовые, и есть кожзам, точнее, который сверху на все это надевается, он тоже дубовый и бывает лежать некомфортно, неудобно. Но вот смотрите, из плюсов, конечно, в принципе, оно... Что? Прикиньте, да нету плюсов. То есть вот оно классное, оно прикольное, и клиенты на него хорошо реагируют. Это мое, опять же, субъективное мнение, я ничего не хочу сказать. Реклайнеры, классные, они... Действительно, я вот сейчас просто такая задумалась и поняла, что реклайнер только вызывает вот внешне какое-то такое удобство, типа, что оно клевое. Но на самом деле в нем ничего такого вообще супер, вау нету. Другие ощущения на нем лежать, потому что там все, он весь создан, этот реклайнер, из таких, из подушек, поэтому на нем по ощущениям лежать немножко по-другому, чем на плоской кушетке. Плоской я имею в виду анатомической, но все же там нет никаких подушек, поверхность остается ровной, но с изгибами. Поэтому получается, что реклайнер просто визуально классный. Смотрите, почему он только визуально классный. Потому что к нему нужно купить еще и подиум. А подиум вы можете не угадать с высотой, потому что это нужно измерения производить специальные под себя, никакой универсальный вам не подойдет. Второе, он дорогучий до ужаса. Есть вариант, конечно, его где-то урвать на скидках или взять бэушный. Бэушные бывают разные, можно и нарваться на такую скидку нереальную, просто новый купить, там чуть ли не за 20 тысяч рублей. Но и содержание его, конечно же, тоже требует денег, потому что, ладно, одно дело его еще купить, установить, и поработав некоторое время, все равно изнашиваются и ткани, и кожзам, и все что угодно, ломаются и подиумы, ломаются механизмы, в зависимости от того, какой вы выберете механизм, а я предлагаю покупать самый простой механический, потому что то, что сложно устроено, оно, скорее всего, будет
вызывать сложности, когда его нужно будет наладить. Поэтому максимально простое кресло, оно и в уходе будет тоже максимально простым. Со временем все подлокотники, они, конечно же, изнашиваются. Если вы не будете защищать вот эту подушку, на которой лежит голова клиента и на которую вы ставите, собственно, все свои материалы, инструменты, там, например, эти клей, планшеты и так далее, то оно у вас испачкается очень быстро. Поэтому, опять же, либо пищевой пленкой, либо специальные чехлы продаются. Ну, пищевая пленка выглядит, конечно, так себе на реклайнере. Вот я обмотала, но это не очень симпатично, пока меня спасает простынь. Но вот опять же, дополнительная трата на то, чтобы это все было визуально красиво, она вот тоже требуется, получается. Короче, чтобы собрать вот такой хороший реклайнер, да, нужно 1050. Потому что вы еще захотите какой-то цвет, например, вот прикольный, который вот только вам подойдет. А за цвет вот еще вам нужно доплатить. А еще чехол купить, а еще подиум. Ну, в общем, полтос, я думаю, что нормально так выйдет это кресло. Насколько это рационально покупать такое кресло, здесь, конечно, нужно подумать. Вот опять же говорю, ради только визуального эффекта и то, что оно есть, моим многим клиентам вообще неудобно на нем лежать, поэтому рядом стоит вторая кушетка, о которой сейчас начну рассказывать, и можно просто перелечь в любой момент, в любую секунду. Но я знаю, что, конечно, это бред. Я-то просто занимаюсь обучениями, и у меня несколько этих разных кушеток, а мастеру, который работает один, нафиг ему покупать и такое, конечно, он не будет этого делать. Поэтому давайте второй вариант. Анатомическая кушетка. Я рассматриваю разные вот эти с анатомическими вот этими изгибами. У них особо нет никаких комплектаций, это все зависит только от производителя, там дизайн в основном и немножко высота, собственно говоря, самой этой кушетки, самой кровати. Есть те, которые повыше, есть те, которые пониже. Опять же, нужно просто измерять. Вы в сидячем своем положении, когда сидите за клиентом, у вас прям ровная, чтобы была спина, ноги на полу под прямым углом, то есть без всяких загогулинных вот таких вот поз. Сидите и измеряете, чтобы кушетка не была слишком высоко, потому что вы начнете поднимать свой стул слишком высоко вслед за клиентом, и, соответственно, ваши ноги будут болтаться, они не будут стоять на полу, а правильное положение для мастера и удобное это только когда вот ваши ступни полностью стоят правильно на полу. Не где-то там вы их закрючили, закрутили вокруг стула или там поставили ногу на тот же подиум и какой-то табурет. Ну, конечно, в теории можно и какой-то табурет там вниз приделать, если это нужно. Но, в общем, нужно по высоте смотреть. И за счет того, что изголовье у анатомической кушетки прямое, это супер, это самый отличный вариант, потому что там располагаются все необходимые материалы, которые нужны, планшет поставить. На реклайнере этого сделать абсолютно неудобно, потому что там эта подушка, и она, соответственно, скатывается постоянно. Конечно, есть специальные ухищрения, купите силиконовый коврик или обмотаете там скотчем, или, каким-то образом какую-то там, как она называется, липучка, вот, какую-нибудь липучку там приделайте, но, в общем, это не всегда удобно, вот. Анатомическая кушетка, поэтому лежать на ней ничуть не хуже, она также мягкая, она удобная, и она занимает гораздо меньше места, нежели реклайнер, потому что реклайнер объемная, самая объемная из всех 3 вариантов вещь, за счет, конечно же, подиума в том числе, даже если брать самое узкое кресло, с минимальными размерами. Анатомическая кушетка стоит примерно в районе 10-15 тысяч рублей. И я думаю, что это вообще прекрасный вариант. Это супер оптимально. То есть такую кушетку вы реально поставили, и она стоит у вас где-то в уголочке, никому не мешает. Клиенты приходят, ложатся, и практически всем удобно, реально. Поэтому с точки зрения цена, качество, анатомические кушетки прекрасные. Кушетки вот такие вот с изгибом разные. Опять же, вот эти кнопки есть по дизайну, да, вставляются туда какие-то бриллианты. Но вот их можно, конечно, не заказывать, нафиг они нужны, потому что там в эти дырки постоянно, знаете, что делается? Заваливаются всякие ресницы туда, какая-то грязюка. Это надо пылесос.
чтобы из вот этих вот дырок все это вычищать, нужен пылесос просто-напросто. Вот. А зачем надо лишняя трата еще, опять еще пылесос покупать? Ну, либо вообще не чистить, чтобы там у вас был завал каких-то ресниц, какой-то грязи, тоже не нужно. Поэтому просто плоская, обтянутая кушеточка анатомическая за 12 тысяч рублей вообще супер прекрасный вариант, для каждого подойдет. И теперь третий вариант — складная кушетка. Плоские раньше были кушетки, простая, обыкновенный массажный стол он назывался. Раньше не было вообще таких разнообразий кресел для наращивания ресниц. Это называлось массажный стол. Вот. Он был либо с дыркой, либо без дырки, короче, для головы, с шириной там типа 70 и шириной 90, и больше функционала никакого не было. Вот, эта кушетка складывается как чемоданчик вдвое и занимает очень мало места. Там есть специальное крепление, которое защелкивается. Вот и, пожалуйста, закрыли ее и убрали. Вот если нужно освобождать, например, постоянное место, ну, как бы работаем-то мы все в разных условиях, понимаете, площади разные. Может, там переезжаете часто, не знаю, что вы делаете, может, на дом выезжаете с кушеткой. Но это, конечно, жесть, с кушеткой ездить домой, это, конечно, убийство. Я, кстати говоря, никогда не... Я ездила на выезды, но я никогда в жизни не брала свою кушетку, потому что я лучше буду корячиться там 1,5 часа, скрючившись на каком-то диване, чем потащу, целый этот арсенал, короче. У меня выезд вообще выглядел прекрасно. Я просто брала сумочку, вот такую небольшую пакетик, типа как шопер, складывала туда все миксы ресниц, ну вот все то, что необходимо, материалы, инструменты, и все, и просто ехала. И когда дверь открывалась, мне говорили: так вы сейчас будете нам наращивать? А чем вы будете наращивать? Я говорю: у меня все есть. И у меня вот в этой маленькой сумочке просто, я как будто на прогулку выходила, но у меня там было все для наращивания. В общем, короче, эта складная кушетка супер, когда вам нужно ее убрать. Вот вы ее убрали и все, и забыли. Я, значит, что предлагаю делать? Если вам все-таки нужен складной вариант, то берите изначально с вот этими зашитыми туда подушками. Это не очень дорого, это стоит до 10 тысяч рублей, то есть 7, 8, 9, ну там 10, по-моему, даже это очень дорого для такой кушетки, но за счет того, что туда зашиты уже эти подушки, она абсолютно, представляете, по комфорту лежания на ней точно такая же, как анатомическая кушетка. Абсолютно вообще ничем не отличается. С закрытыми глазами можно вообще не понять, складная это или нет. Потому как если это отдельные подушки покупать, они куда-то скатываются, заваливаются, нужен какой-то чехол. В общем, я за то, чтобы максимально упрощать вообще все процессы. Не надо покупать лишнего ничего, если можно купить одну какую-то вещь и вот ей пользоваться. Короче, берете складную кушетку за максимум 10 тысяч, она у вас складывается, вы можете ее убрать. Да, она выглядит объемнее, чем кушетка, которая совсем плоская, вот этот массажный стол, но она и комфортнее. На массажном столе, я вас уверяю, уже лежать никто не будет. Это уже просто для наращивания ресниц не годится. То время прошло уже давно. Это совершенно не нужный никому вариант. К вам даже не пойдет наращивать, скорее, так никто. И со складной будем внимательны, потому что если вы не планируете ее часто убирать, вам нужно открутить вот этой, взять отверткой и открутить штучки, которые замыкают. То есть вот этот механизм замка, нужно его убрать, ликвидировать, потому что при вставании, при поворачивании вы постоянно за этот крючок, а он же железный, цепляетесь и портите одежду, и очень сильно это больно, правда, там царапается, то нога, то рука, то день заденешь, в общем, это больно и неприятно. Поэтому открутили, все, она может у вас в одном положении находиться, место занимает абсолютно столько же, сколько анатомическая, ну и выглядит классно, я вам честно говорю, несмотря на то, что вот эти ножки, как бы, да, у нее некрасивые, вот эти вот железные трубочки металлические под кушеткой, и раньше все их там прятали какими-то, опять же, чехлами, и даже шутили, что выглядит как гроб, когда надеть какой-нибудь особенно темный чехол на кушетку. Ну ладно, не в этом суть, короче. Хотите, надевайте эти чехлы, не хотите, не надевайте. Изголовье тоже прямое, работать максимально удобно. Вот мне, например, как мастеру, гораздо удобнее, гораздо быстрее
работать вот на таких плоских изголовьях, потому что с реклайнера вечно все сваливается. Поэтому ориентироваться на ваше удобство, ориентироваться на цену и косвенно ориентироваться на клиента, потому что это глупость говорить, что если у вас нет реклайнера, я не приду. Если нет вот этой плоской дубовой деревянной кушетки, то лежать можно на всех этих 3 вариантах абсолютно одинаково. Здесь опять же зависит, каким образом вы организовываете свое пространство. В общем, 3 варианта классных. Итог, прикиньте, я как подвела итог, на 15 минут, больше даже. Я сейчас быстро подведу итог и наболтала на 20 минут. Короче, в зависимости от того, какой вам нужен функционал, какая у вас есть сумма денег. Если у вас нет денег на реклайнер, не надо его покупать, не надо влазить ни какие долги, не надо влазить там какие-то кредитные штуки, рассрочка, что-то там такая, столько этих предложений, оно вам нафиг не надо, я реально вам говорю. Подиум сколоти, это по меньшим, по самым маленьким вообще подсчетам 6 тысяч рублей, плюс само кресло 40, плюс чехлы купи, полтинник, я вам говорю, это в лучшем случае. Поэтому о такой покупке большой нужно, конечно же, подумать. Варианты оптимальные совершенно, это складная кушетка с уже вшитыми вот этими большими подушками. Но, кстати, да, за счет того, что подушки уже вшиты, в сложенном состоянии эта кушетка выглядит немного больше, естественно, да, объемнее, чем плоская. Я, по-моему, уже сказала. Не помню. В общем, отличный вариант. Анатомическая, вот с изгибом. Минимальный изгиб, супер. Минимальные дизайны, супер. Складная кушетка или реклайнер. Вот вам 3 выбора, пожалуйста. До следующей встречи. Прекрасного дня.